Всем привет! Этим выпуском я начинаю серию роликов о постройке троичного вычислителя. Насколько мне известно, на данный момент это будет единственный в мире рабочий программируемый троичный вычислитель, но, разумеется, совсем не первый. Начало моего микросериала приурочено к 50-летию троичного компьютера Сетунь-70. Я постараюсь сделать ролики как можно короче и в каждом охватывать только одну маленькую тему. Итак, сегодня мы поговорим об отладочном вводе-выводе, ибо если мы не можем внести или считать информацию, то к чему нам вообще вычислитель? Итак, вот эта плата ввода-вывода поможет мне в отладке моего вычислителя. Если проводить аналогию с обычным компьютером, то эта плата является аналогом одновременно и клавиатуры, и монитора. Давайте сначала рассмотрим функцию клавиатуры. На этой плате расположены 9 трехпозиционных переключателей, которые на каждую из 9 соответствующих линий выдают минус 5, 0 или плюс 5 вольт, которые берутся с этого блока питания, в зависимости от положения переключателя. Эти три уровня напряжения позволяют представить три разных состояния на каждой линии вычислителя. В следующем видео мы обязательно поговорим о том, как именно я буду интерпретировать эти три состояния, но на данный момент нам важно понять, что при помощи этой платы я могу завести в мой вычислитель 9 линий по 3 состояния каждого. Итого, при помощи одной такой платы я могу закодировать 3 в 9 степени или 19683 разных состояния. Надеюсь, с функцией клавиатуры мы разобрались. А что с функцией монитора? К каждой линии у меня подключен двуцветный светодиод, который показывает ее текущее состояние. Когда у нас на линии плюс 5 вольт, диод горит зеленым, когда на линии 0 он погашен, а когда на линии минус 5 вольт, то диод горит красным. Транзисторы здесь работают в качестве эмиттерного повторителя, то есть просто усилитель, чтобы диоды не создавали нагрузки на линию ввода-вывода. Итак, в режиме клавиатуры светодиоды просто дублируют положение переключателей. Но теперь обратите внимание, что в среднем положении переключатель хоть и притянут к земле, но довольно слабо. Поэтому, если мы подадим на линию напряжения извне, то оно переборет переключатель, и диод отобразит входящую информацию. Давайте я проиллюстрирую на простейшем примере. Первая линия у меня будет работать в режиме вывода, например, плюс 5 вольт, а 9-я линия будет работать в режиме ввода, то есть у меня переключатель стоит в центральном положении. Я просто их замкну одну на другую, то есть вывод первой линии у меня идет в 9-ю линию. И в зависимости от положения первой линии у меня светодиод на 9-й линии показывает состояние на ввод. Разумеется, система у нас симметричная, и если переключатель на первой линии поставить в среднее положение, то он будет показывать все, он будет дублировать все, что происходит на 9-й. Итого, мы умеем считывать информацию, а также подавать троичные сигналы в наш пока еще не существующий вычислитель. В следующем ролике мы поговорим о том, как эти сигналы интерпретировать.